Добрый день, друзья! Пирожки с яблоками любят все, но часто сжимаешь их, и они превращаются в блинчик. Липкий блинчик, который как жвачка пристает к зубам. Поэтому мне захотелось поделиться с вами классным и проверенным рецептом пирожков. Я начну с приготовления начинки, так как яблоки у меня твердых сортов. Очищаем их, удаляем сердцевину и нарезаем на маленькие кубики. В сковороду насыпаем 2 столовые ложки сахара, добавляем нарезанные яблоки и буквально 1 столовую ложку лимонного сока для сбалансированного вкуса. Перемешиваем и тушим несколько минут до полумягкости. Ну а если у вас яблоки очень спелые, то тушить их не нужно. Перекладываем начинку в тарелку и даем ей полностью остыть, а пока займемся приготовлением теста. В миску выливаем 160 мл теплого молока, приблизительно 35 градусов. Высыпаем 80 грамм сахара и 4 грамма сухих дрожжей. Перемешиваем, накрываем тонким полотенцем и даем активироваться дрожжам 10-15 минут. Теперь разбиваем в опару яйцо, выливаем 60 грамм растопленного и полностью остывшего сливочного масла. Добавляем столовую ложку ванильного сахара и пол чайной ложки соли. Перемешиваем и начинаем частями вводить просеянную муку. В среднем ее уходит 400-420 грамм. Тесто можно замешивать руками, как я, можно замешивать в миксере, кому как удобно. Оно довольно быстро собирается в единый комок, после чего продолжаем его вымешивать еще в течение 5 минут. В итоге должно получиться мягкое эластичное тесто, не липнущее к рукам. Дно миски, в которой замешивали тесто, и само тесто смазываем растительным маслом. Накрываем полотенцем или пищевой пленкой и ставим в теплое место на расстойку. Я ставлю в электрическую духовку, включенную на 40 градусов. Дверцу закрываю. Тесто таким образом поднимается довольно быстро. Посмотрите, как хорошо поднялось мое тесто, а прошло не более 40 минут. С ним можно делать не только пирожки, но и булочки и всевозможные пироги, как с начинкой, так и без. Перекладываем тесто на стол и делим на 2 равные части. Тесто очень приятное в работе, оно не липнет ни к рукам, ни к столу, и дополнительно подсыпать муку не нужно, за счет чего тесто и сохраняет свою воздушность и мягкость. Затем каждую часть теста скатываем в колбаску и разделяем еще на 6 кусочков. В итоге у нас получится 12 пирожков. Каждый кусочек теста обминаем, собираем в мешочек и округляем. Кладем на край стола и накрываем пакетом, чтобы не заветривалось. Берем один шарик теста, раскатываем его в небольшой овал. На центр выкладываем остывшую яблочную начинку, приблизительно столовую ложку. Скрепляем противоположные края теста в центре, а затем защипываем остальные края. Защипывать нужно очень плотно, чтобы начинка не вытекала. Получается вот такой красивый и аккуратный пирожок. Перекладываем заготовки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Накрываем пакетом, затем полотенцем и оставляем на расстойку на 20-30 минут. Они должны увеличиться в размере в 2 раза.
Согласитесь, что пирожки уже выглядят очень пышными и воздушными. Теперь берем один желток и 1 столовую ложку молока. Смешиваем их вместе и обмазываем этой смесью пирожки сверху. Все, отправляем их выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 18-20 минут. Пирожки отлично увеличиваются в размере, получаются румяные, глянцевые и безумно ароматные. Достаем их из духовки и даем время остыть. Пирожки супер пушистые, с большим количеством начинки, мягкие и умопомрачительно вкусные. Если семья большая или ждете гостей, вы можете смело готовить двойную порцию. Они хороши и на утро к чаю или кофе, или как перекус в течение дня. Но если у вас на следующий день останется хотя бы один пирожок, это будет фантастика. Готовьте с удовольствием и наслаждайтесь результатом. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».